Borg V830 – это Bentley в мире пылесосов. Он настолько крутой, что даже когда вы просто на него смотрите, ваш социальный статус уже немного повышается. Ну, а если возьмете его домой, жизнь сразу же преобразится. Гости будут падать в обморок прямо у порога. Начальнику станет стыдно, и он сразу же предложит вам повышение. И даже кот станет каким-то более воспитанным. Не говоря уже о том, насколько проще станет с уборкой. Борг собирает мусор на ламинате и ковре, отмывает суровое загрязнение, выгружает мусор, полощет салфетки и сушит горячим воздухом. В общем, all-in-one лакшери класса. И ценник соответствующий. Но вы уже знаете, что Бестробот не доверяет красивой рекламе и все проверяет в лаборатории. Детально изучим конструкцию и приложение, погоняем пылесос по стендам и проверим, так ли он хорош. Жмите лайк, пока идет заставка. Надеюсь, вы успели, потому что я уже открываю коробку и показываю, что внутри. Пылесос. Серебристо-черный, инкрустированный датчиками, такой красивый, что можно вешать на стенку в гостиной. Большая цельная док-станция типа полугараж с коротким пандусом. И шнур питания к ней. Две швабры, на них уже закреплены мохнатые салфетки, мопы. Дополнительная пара мопов. Боковые щетки, которые нужно закрепить под днищем пылесоса. Запасной мешок для станции, еще один уже установлен в нее. Сервисный инструмент типа птичка. Очень стильная инструкция на русском языке. По современным меркам комплектация неплохая, есть даже запасные салфетки. Характеристики Borg 830 вывожу на экран. Из примечательного – крупные габариты корпуса. Он на сантиметр шире и на 5 мм выше аналогов. Попробуем разобраться, с чем это связано. У робота привлекательный дизайн с серебристой каймой на лидаре, полосатой кромкой бампера и практичной полуматовой крышкой. Она выглядит презентабельно, но при этом не собирает отпечатки. Крышка держится на магнитах и снимается целиком. Под ней установлен тумблер питания и пылесборник с тройной фильтрацией, HEPA-фильтр, сетка и поролоновая прокладка. При такой системе HEPA-фильтр изнашивается не так быстро. В этот момент директор по маркетингу Роборок покраснел и ослабил галстук. Ему стало стыдно. Кроме того, в пылесборнике Borg есть шторка от выпадения мусора и удобная складная ручка. Перед лидаром единственная кнопка «Пуск-пауза», все остальное в приложении. Кстати, кнопка сенсорная. Легкое касание пальца, и пылесос тут же скажет: продолжить уборку. Фронтальный датчик сложный, называется AIVI 3D. В боковых прорезях линейные лазеры, один из объективов под стеклом RGB камера, второй, возможно, экшен камера, а насчет третьего датчика у меня даже предположений нет. Если знаете, что это, напишите в комментариях. Боковых датчиков два, а не один, как это обычно бывает. Стыковочный люк на корме, и в отличие от аналогов, он закрывается очень плотно. К примеру, у Dreamy L10S Ultra всегда оставалась щель в пару миллиметров, а здесь все четко. Справа от клемм есть отверстие, через которое станция заполняет бачок пылесоса. Проверить его состояние и наполнить вручную не получится, он спрятан под корпусом. Под днищем установлено 6 датчиков падения, чтобы робот мог спокойно маневрировать в любом направлении. Рядом с поворотным роликом датчик определения ковров, которые, по идее, должны отображаться на карте. Боковых щеток 2, и это хорошо. Во-первых, Borg обрабатывает более широкую полосу за один проход. Во-вторых, левое колесо не забивается волосами и будет служить так же долго, как правое. Блок с турбощеткой плавает, подстраиваясь под рельеф пола. Шторки улучшают всасывание, разделители не дают заживать носки. Хотя в данном случае можно было обойтись и без них, ведь Borg распознает предметы. Турбощетка лепестково-щетинистая, с разделенными лопастями и съемными торцами. Мопики средней мохнатости, достаточно плотные. В посадочные места устанавливаются с помощью магнитов. Важный нюанс: на коврах они не поднимаются, поэтому придется вручную их отстегивать. Зато пылесос автоматически объезжает ковры во время влажной уборки. По итогу могу сказать, что увеличение габаритов обосновано. У робота больше датчиков и щеток, чем у большинства аналогов. И все это нужно было где-то разместить. Теперь пару слов о док-станции. Как я уже говорил, она сделана в виде полугаража, потому что пылесос помещается в нее не полностью. Он заезжает задом по ребристой колее, заряжается на клеммах, выгружает мусор через люк на корме, полощет салфетки в поддоне, после чего грязная вода уходит в отверстие за решеткой. Кроме того, станция сушит салфетки горячим воздухом. По всей видимости, она выдувает его из-за панели с резинкой. Главный недостаток – несъемный поддон. Его придется вытирать влажной тряпкой по месту расположения станции, либо ставить ее
ее на стол, чтобы было удобнее. Благо, сзади есть транспортировочная ручка. Под ней люк для замены серебряной пластины, которая обеззараживает воду. А внизу выступ, на который можно намотать шнур питания. Мешок находится в выдвижном ящике. Чтобы его открыть, нужно нажать кнопку, расположенную сверху в доке. Крепление мешка стандартное. Быстро устанавливается, быстро извлекается. Наверху под крышкой установлено два резервуара объемом по 4 литра. В бачке для чистой воды есть отверстие под пробкой для наполнения из-под крана и патрубок для подачи жидкости в поддон. В бачке для грязной поплавок, контролирующий уровень заполнения. Между бачками вставляется рамка с сервисной щеткой и разъемом для пузырька с моющим средством, но в комплекте его не оказалось. На лицевой панели 3 сенсорных кнопки. Посередине автоматическая уборка, по краям выезд пылесоса со станции и самоочистка. Как это работает? Одной кнопкой выгоняем робота из гаража, другой набираем воду в поддон. Работаем щеткой, все вымываем, затем нажимаем кнопку еще раз, и станция собирает грязную жидкость в бак. Как вы сами увидели, Borg V830 – продуманный робот с кучей полезных фишек. Но как для лакшери-класса есть и недостатки. Салфетки без лифта, несъемный поддон и отсутствие разъема для подключения к коммуникациям. В остальном Рыжик все проверил, говорит неплохо, но есть к чему стремиться. Двигаемся дальше. Для управления понадобится фирменное приложение Borg. При подключении нужно выбрать сеть с частотой 2,4 ГГц, потому что с 5G пылесос не дружит, как и большинство аналогов. Установка простая через российский регион за 2 минуты. После первой уборки на главном экране отображается планировка дома. Комнаты выглядят непривычно. В сиамишных приложениях они закрашены яркими цветами, а здесь 50 оттенков серого. Ориентироваться сложнее, зато выглядит стильно. Можно настраивать особые параметры для каждой комнаты, менять границы, названия, составлять график и много чего еще. Полный список на экране, изучайте в стоп-кадре, а я расскажу только о самом интересном. В разделе «Экспериментальные функции» есть приоритетная очистка крупных частиц. При активации этой функции пылесос будет в первую очередь подбирать крупный мусор, чтобы он не разлетался при вращении торцевой щетки. Для влажной уборки предусмотрено 2 траектории. Стандартная и плотные зигзаги с частичным заездом на уже обработанные участки. Качество уборки в таком режиме должно повышаться. Для интеркома выделена отдельная иконка на основном экране. Нажимаем и тут же подключаемся к камере. Можно вести пылесос джойстиком, отправлять его в точку на карте, кричать через динамик на кота, записывать видео и делать фотографии. Все на русском языке, включая справочный раздел и голосовой помощник. При желании можно подружиться с Алисой. В приложении Borg достаточно функций для детальной настройки уборки, но кое-чего мне все-таки не хватило. Несмотря на наличие коврового датчика, ковры на карте не отображаются. Специальный редактор, где можно уточнить их местоположение, также отсутствует. Настройки полоскания салфетки слишком строгие, через 10, 15 и 25 минут. Хотелось бы настраивать полоскание через каждые 5 минут или после каждой комнаты. Настроек расхода воды во время самоочистки тоже нет. По приложению все, приступаем к тестированию. И первым делом проверим распознавание предметов. Носки пылесос замечает издалека и аккуратно обходит. То же самое относится к обуви, белому горшку и большому сюрпризу. Владельцы очень крупных и не очень терпеливых собак могут быть спокойны. Черный горшок замечает, но все-таки задевает во время маневрирования. Весы при первом знакомстве обметал, толкал с разных сторон и успокоился только когда переехал их. Во время второго подхода робот был более аккуратным, но все равно таранил их. Сетевой фильтр по принципу рандомайзера то обойдет, то наедет. И что влияет на вероятность успеха, непонятно. Зарядок от телефона и маленьких сюрпризов для Борга не существует. Если в доме коварный кот, нужно держать под рукой нитроглицерин. Как видите, определение предметов у Borg V830 работает не безупречно. Предполагаю, что проблема сложной системы обнаружения предметов заключается именно в ее сложности и запутанных показаниях разных датчиков. Парадоксально, но в темноте, когда фронтальная камера не работает, пылесос аккуратно обходит все предметы, кроме мелкого сюрприза. Еще важно заметить, что препятствия на карте не отображаются специальными значками или хотя бы конусами. Здесь инженерам Borg еще есть над чем поработать. А вот с навигацией на местности все в порядке. Сперва пылесос проходит вдоль периметра, аккуратно объезжает шторы, постоянно оглядывается на черный плинтус, как будто знает, что там больше всего крошек. Потом нарезает зигзагами основное пространство. Черный ковер проходит спокойно, и многоэтажные дома можно смело брать. Коробку и ножки стола обметает как положено. Единственная претензия опять-таки связана с определением предметов. О том, как Borg 830 обметает ножки сушилки, я написал в телеграм-канале еще 2 недели назад. Кстати, подписывайтесь, чтобы узнавать о важных событиях
первыми. Здесь в обзоре подтверждаю эту информацию. Вроде бы и неплохо, что он столько возится и тщательно все выметает, но все-таки от интеллектуального пылесоса ожидаешь более продуманного алгоритма действий. Проходимость нормальная, пороги в 2 см хоть и с трудом, но преодолевает даже с установленными салфетками. В квартире убирают комнату за комнатой в установленной последовательности и соблюдая зональные ограничения. Следует учитывать, что в процессе уборки Borg 830 потребляет много энергии. На максималках батареи хватило всего на 60 минут и 65 квадратов. Затем заряд опустился до 15% и пылесос поехал на базу. Можете посмотреть, сколько мусора он собрал, катаясь по квартире. Пылесборник забит под завязку. Шумоизоляция хорошая. На минимальной мощности всего 55 дБ. На максимальной до 70, что тоже немного. Особенно учитывая фактическую мощность. Маркетологи явно поскромничали, нарисовав на коробке 5000 паскалей. 2-миллиметровую щель Borg зачистил полностью, 4 и 6-миллиметровую почти не тронул, но это связано со сложностями построения маршрута в загончике. По факту пылесос справляется даже с 8-миллиметровой щелью. Если бы откатал красивыми зигзагами, стенд был бы почти чистым. Моторчик однозначно мощный. Тем интереснее посмотреть, как Borg справится с уборкой. Пылесос проходит стенд зигзагами и вдоль стен, при этом загребает все подряд без разбора. Крупные соринки, мелкие, волосы, крошки, вообще без разницы, 98% мусора в пылесборнике. Выбить соточку не удалось по двум причинам. Во-первых, торцевушки вращаются так активно, что часть соринок залетает в уже обработанные зоны, на крышку пылесоса и даже за борт вылетают. Во-вторых, углы, из которых круглый пылесос технически не может вымести. При этом качество уборки в углах сравнительно высокое, соринки остаются в 3-сантиметровой зоне, а соседние зоны у плинтусов совершенно чистые. Из-за того, что я забыл сбросить предыдущую уборку, тест с песком робот начал по упрощенному алгоритму, но это не помешало ему собрать 96%. Песчинки остались только в углах, в остальном все чисто. При тестировании на ковролине Borg 830 начал задумываться о смысле жизни. Стоит ли заезжать в углы, если все равно до конца их не вычистишь? Но даже с философскими сомнениями забил контейнер полностью и собрал 98%. Со средним ворсом Borg справился неравномерно, местами оставил соринки даже на поверхности, а местами почистил на глубину. Это видно как по состоянию ковра, так и по разнообразию мусора в пылесборнике. Крупные и мелкие частицы, волосы и шерсть. Все здесь. В целом, качество сухой уборки топовое. По результатам Borg 830 определенно попадает в десятку лучших за всю историю тестирования. Турбощетка, как положено, после тестов набрала волос посередине и на торцах. Хорошо, что в комплекте есть птичка с разрезателем. Одновременно с сухой уборкой пылесос моет полы. При этом ковры останутся сухими. Пылесос определяет их датчиком и объезжает. Скорость и качество влажной уборки зависят от выбранного режима. Во время обычной уборки успевают промыть 1,4 квадрата в минуту. Во время тщательной только 0,8 квадрата, зато более основательно. В этом режиме и проходило тестирование. С кофейным тестом Borg справляется за 2 прохода. Середина стенда чистая, пятна остались только в 6 сантиметрах по краям. Это хороший результат. Можно заметить, что в местах, где робот разворачивается, он вымывает до плинтуса. Неплохо, как для пылесоса без обхода кромок. Тест с пятнами сока завершил с тем же успехом. За пару проходов основное пространство натер до блеска. Пятна остались только у стен. Во время экстремального теста Borg за 2 прохода собрал комки земли и грязевые разводы. Равномерно окрасил стенд бледно-коричневым. Еще бы, салфетки полностью забились землей. После повторного запуска загончик заметно просветлел, но приемлемого результата удалось достичь за 6 проходов. Конечно, разводы вдоль стен остались, но середину отмыл хорошо, учитывая изначальный уровень загрязнения. Но это еще не самый сложный тест. Впереди присохший кетчуп. С первой попытки Borg оттер и размазал большую часть загрязнения. Со второй устранил оставшиеся пятна и расписал весь стенд красивыми узорами. С третьей натер пол до приемлемого состояния. Кое-где разводы остались, но многие полотеры и с такой задачей не справляются. Секрет успеха Borg 830 в том, что салфетки обильно смачиваются на станции и хорошо прижимаются к полу. А вот насколько хорошо они самоочищаются, сейчас проверим. После кофейного теста мопы окрасились в бежевый. Ставлю их на место и отправляю робота в гараж. Станция сообщает: начать чистку моющей накладки. После чего 1,5 минуты слушаем чарующие звуки, напоминающие приготовление эспрессо.
Эй, станция, ты ничего не перепутала? Вообще-то ты должна отмывать кофе, а не готовить. Но нет, все в порядке. Как видите, салфетки стали гораздо чище, хотя при стирке в раковине удалось намыть еще немного грязи. После сока салфетки леопардовые, неравномерно окрашенные. Включаю станцию, и пока она работает, расскажу о расходе воды. Полоскание происходит перед запуском и далее с выбранной периодичностью. На один цикл самоочистки станция расходует 150 мл, и еще немного воды каждый раз добавляет в бачок пылесоса. Допустим, вы выбрали полоскание через каждые 10 квадратов. Получается, на уборку квартиры в 60 квадратных метров израсходуется порядка 1300 мл. Если убирать каждый день, бачка на станции хватит на 3 дня. Итак, смотрим результат. Некоторые ворсинки остались рыжими, остальные совершенно чистые. Стирка в раковине ничего нового не дала. Результат хороший. После земляного теста салфетки выглядят реально грязными. Есть только отдельные светлые промежутки, все остальное серо-коричневое. Запускаем кофемашину и смотрим на итог. Конечно, салфетки почерневшие, но гораздо чище, чем до самоочистки. В раковине с мылом удалось добиться большего, что неудивительно. После кетчупа салфетки выглядят ржавыми. Ворсинки неравномерно окрасились, что особенно заметно на фоне светлого основания мопика. Ставим на место, считаем до 90 и смотрим на результат. Ярких вкраплений теперь нет. Диск равномерно окрашен томатом. После таких загрязнений салфетку нужно стирать вручную с мылом, а еще лучше в стиральной машинке. Но при регулярной уборке с такими ужасами пылесос не сталкивается. Салфетка загрязняется умеренно и самоочищается вполне адекватно. Осталось проверить качество выгрузки разного по структуре мусора. Для начала посмотрим, как станция справляется с тем, что пылесос собрал в квартире. С такими загрязнениями она будет иметь дело каждый день. Самоочистка занимает всего 15 секунд. Уровень шума при этом достигает 79 дБ, стандартный показатель. По итогу контейнер абсолютно чистый. Но это было легко. А как насчет однородного мусора? К примеру, забьем контейнер с семечками. Загружаем, ждем, смотрим. Осталось всего 2 грамма. А вот тяжелый мусор станция не успевает вытянуть. После самоочистки в контейнере осталась 1/3 песка и примерно столько же смеси гороха и риса. Наполнитель станция собрала получше, но несколько фрагментов все равно остались. Дополнительно я провел тест с шерстью. Предположим, ваша собака линяет. С этим никаких проблем, волосы улетают на ура. В целом, станция работает на удивление хорошо, учитывая, что самоочистка происходит вдвое быстрее, чем у аналогов. Для бытовых условий такой выгрузки мусора хватит за глаза. Подведем итоги. Borg V830 выглядит на все свои деньги. Он тяжелый, у него куча датчиков и съемная крышка, которая не собирает отпечатки. Многоступенчатая фильтрация и 2 торцевые щетки сегодня тоже не часто встретишь. Производители стараются на этом сэкономить, но только не Borg. Приложение удобное, есть куча функций и все на русском. Но редактора ковров мне не хватило, тем более, что пылесос не поднимает на них салфетки. Определение предметов тоже нуждается в доработке, хотя в темноте пылесос как летучая мышь. По основным функциям модель топовая. Хорошо собирает любой мусор на любых покрытиях, чистит глубокие щели, отмывает прилипший кетчуп и содержит себя в чистоте. Согласно системе оценки Best Robot, Borg V830 набрал 98 баллов и вошел в тройку лучших. Этот робот будет максимально полезен в средних квартирах с ламинатом, большими собаками и небольшим количеством ковров. Покупать, не покупать, решайте сами. Главное, не забудьте поставить лайк и прожать подписку.